Если вы подписаны на телеграм-канал Best Robot, то наверняка в курсе той битвы титанов, которая развернулась между Dreamy X40 Ultra Complete и Roborock Curve Curve. В начале X40 уступил 5 баллов и откатился на второе место из-за того, что в старой версии прошивки не работала торцевая щетка на коврах. Но потом прилетело обновление, и Dreamy вернул себе лидерство, хотя и с минимальной разницей. Оба робота чертовски хороши и заслуживают полноценного сравнения, которое мы и представим в этом ролике. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. В плане комплектации Dreamy X40 Ultra выигрывает с отрывом. В коробке 3 запасных HEPA-фильтра, 5 мешков, 4 пары салфеток и куча всего еще. Поэтому данная версия и называется Complete. О покупке доп. Аксессуаров вы вспомните через год, не раньше. Единственный запасной мешок Roborock на этом фоне выглядит очень скромно. В плане дизайна X40 Ultra Complete сделан консервативно. Такой же корпус, как у предшественников, начиная с 10 серии. Пылесборник под крышкой, привычный резиновый валик, один из мопов выезжает к стене. К инновациям можно отнести выдвижную торцевую щетку с адаптивными поводками. Они удлиняются под действием центробежной силы. И необычные мопики, которые робот может снимать и надевать на станции, как тапки. Curve Curve сделан более креативно. Центральная щетка состоит из 2 частей, а наматывающиеся волосы улетают в промежуток между ними. Торцевая щетка двухлучевая. Опять-таки, чтобы не наматывать волосы. Лицевую панель тоже обновили. Теперь она полностью снимается. Ключевой недостаток – высота корпуса 103 мм против стандартных 97 мм у Dreamy. Перед покупкой обязательно измерьте высоту проезда под диваном. В целом, дизайн X40 Ultra Complete более прагматичный и универсальный. Станция отличается формой и дизайном. Стэнли Кубрик против Джорджа Лукаса, если вы понимаете, о чем я. Станция X40 — это классическая колонна, а Curve более приземистая и обтекаемая. Резервуары у Dreamy более объемистые, хотя и несущественно, разница порядка 10%. Принципиальных отличий 2. У X40 Complete есть многоразовый дозатор моющего средства, а у Curve Curve моющее средство придется заливать вручную в контейнер для чистой воды. Для X40 Ultra Complete можно купить специальный модуль и подключить станцию к инженерным сетям, чтобы она была полностью автономной. Для Curve Curve такой опции нет. Нужно изначально покупать комплект со Slim-станцией, которые в РФ пока что не продают. У обеих моделей широчайший арсенал настроек, включая умные функции. Но среди прочего у Dreamy расширенный редактор порогов, куда добавили даже пандусы. Зоны со шторами, под которыми нужно сделать уборку. Робот подныривает под них в конце рабочего цикла. А еще в приложении автоматически отображается распознанная мебель. У EAS-версии у Curve Curve должно быть важное преимущество в виде встроенного голосового помощника на русском языке. У X40 такой опции нет вообще. Но на обзор приезжала глобальная версия Roborock, поэтому функциональные возможности Dreamy я оценил все-таки выше. Навигация у роботов реализована на высоком уровне, но есть отличия. Dreamy замечает пятна на полу, возвращается к ним в конце уборки и пытается оттереть, в то время как Roborock игнорирует их. В режиме «Уход за питомцами» с высокой чувствительностью датчиков X40 Ultra распознает и объезжает провода на полу. Curve Curve хоть и замечает провода, но отманеврировать не может и наезжает на них. Зато пылесос Roborock в состоянии распознать и отметить значком зеркала. Ну и самое главное, адаптивное шасси позволяет роботу преодолевать пороги высотой 3 см. Причем в рекламе заявлено даже 4 см, если речь идет о составном пороге. Так что по итогу навигация у Curve Curve все-таки более интересная. Батареи у роботов идентичные. 6400 мАч. На максималках Curve работает чуть дольше, но не принципиально.
А вот где разница принципиальна, это в шуме мотора. Roborock Curve Curve работает заметно тише, чем X40 Ultra. Большой бонус для тех, кто любит комфорт и смотрит сериалы. Несмотря на низкий уровень шума, фактическая мощность у Curve Curve заметно выше. Он полосами зачистил щели глубиной от 2 до 6 мм и точечно вытянул кофе из щелей глубиной 8 и 10 мм. Для Dreamy X40 Ultra предел возможностей 6 мм, в других щелях до дна не достал. Благодаря выдвижной торцевой щетке оба пылесоса смогли зачистить ламинат на 100%. На стенде остались считанные соринки. Roborock чуть лучше справился в тесте с песком. Свою роль сыграла более высокая мощность. При этом двухлучевая торцевушка хуже выметает песок в угловых зонах. Щетка Dreamy сработала в ноль, а щетка Roborock оставила слепую зону в 10 мм. Тонкий ковер Curve Curve зачистил более качественно. Опять-таки бонус мощности или песково-щетинистой щетки. Но на мохнатом ковре ее жесткости не хватило. То же самое можно сказать и о двухлучевой торцевушке. Dreamy с резиновым валиком и трехлучевой щеткой справился гораздо лучше. По итогу качество уборки Dreamy X40 Ultra я бы оценил все-таки выше. Большинство типов мусора станции Dreamy и Roborock выгружают качественно. Это касается семечек, песка, крупы и шерсти. Но с тяжелым мусором, таким как наполнитель, станция Roborock справляется лучше. С пятнами кофе и сока оба робота справляются с одного прохода. При поддерживающей уборке нет разницы. Но мелковорсовые салфетки Dreamy лучше впитывают влагу и собирают с пола жир, что имеет значение при уборке на кухне. С прилипшим кетчупом X40 справился быстрее. Зато Roborock лучше моет вдоль стены в углах. Выдвижной мопик Curve обеспечивает достаточное давление и оттирает пятна у стены, в то время как Dreamy при сходной конструкции оставляет слепую зону порядка 17 мм. С учетом описанных нюансов, влажная уборка Roborock Curve Curve выглядит более представительно. Чего не скажешь о качестве промывания салфеток. Оба робота подогревают салфетки до 38 градусов во время полоскания. Во время тщательной самоочистки расход воды у Roborock немного выше, а продолжительность процесса достигает рекордных 3,5 минут. Но, как вы можете видеть по состоянию салфеток, пылесосу это не помогает. Dreamy несравненно лучше промывает мопики после кофе и сока и заметно лучше после кетчупа. Причем тесты проводились без использования моющего средства, хотя у X40 есть встроенный дозатор. В вопросе промывания салфеток Dreamy выглядит гораздо привлекательнее, как по качеству, так и по эффективности. Во время сушки салфеток температура выдуваемого воздуха у Roborock немного выше – 43 градуса против 37 у Dreamy. Но в обоих случаях за 2 часа салфетки высыхают полностью. Оба робота – это флагманские модели с широкими функциональными возможностями. У каждой есть свои сильные стороны, итоговая разница в баллах минимальная. Roborock Curve Curve подойдет для домов с лохматыми питомцами и сложными условиями навигации. Он преодолевает пороги до 3 см и превосходит конкурентов в мощности, качестве влажной уборки, при этом работает очень тихо, а щетки всегда остаются чистыми. Dreamy X40 Ultra Complete. Универсальная модель с богатой комплектацией и стандартным корпусом высотой 97 мм. В приложении масса возможностей, включая обнаружение пятен и зоны со шторами. Робот качественно убирает любые покрытия, в том числе ворсистые ковры. Сама очистка салфеток у этой модели работает заметно лучше, чем у аналогов. Сравнительные таблицы можете посмотреть в статье на сайте, а лучшие цены в телеграм-канале. Ссылки закреплю в описании под роликом. А на сегодня у меня все. Пока-пока и до новых обзоров.